Привет, друзья! Это видео я планировал выпустить 23 ноября, но, как вы все знаете, по Украине был нанесен опять массированный ракетный обстрел. Значит, я это все прогнозировал, у меня была информация, что это должно случиться 24 или 25 числа, или 24 и 25. Это видео я сейчас выпущу вне зависимости ни от чего. Просто прошу вас учитывать то, что оно записывалось до ракетного обстрела. То, уверяю вас, вы поймете, что к чему, и на самом деле оно стало еще более актуальным, хоть и выпускается постфактум. Досмотрите, пожалуйста, до конца. Приветствую своих зрителей и недоброжелателей. Я хочу сегодня поднять тему, которую я анонсировал на стриме, как сейчас наиболее актуальную для всех, кто находится на территории Украины и вообще для всех украинцев в мире. Потому что у каждого из нас есть родственники в Украине, сейчас идут массовые отключения света, света в конце туннеля как бы и не видно, но я хочу вам рассказать информацию, которая есть у меня, и которая, на мой взгляд, является самой правдивой, объективной, потому что власть никогда вам не скажет правду. Поэтому я вам рекомендую досмотреть это видео до конца. Давайте сразу развенчаю самый популярный миф. А миф есть в голове у многих людей такой. Значит, что Украина слишком много электроэнергии экспортирует, и поэтому нам не хватает мощностей, произведенных для внутреннего потребителя. На самом деле все не так. Украина производит нереальное количество электроэнергии, поэтому не проблема в этом. Проблема, говоря бытовым языком, а я вам буду рассказывать все на бытовом языке, так как я не являюсь энергетиком и специалистом в этой сфере, но я пообщался с серьезными профессионалами. Проблема вся в том, что как доставить ее вам, условно говоря, в квартиру, то есть в транспортировании электроэнергии, грубо говоря, в железе, в трансформаторах. С производством, с энергостанциями нет систем, потому что они все построены еще при совке, и там чуть ли расчет не на ядерный удар, чтобы они выдержали. Поэтому не в производстве загвоздка. Загвоздка именно в доставке этой электроэнергии вам. Вопрос к СБУ, к разведке, ГУР. Как можно было это допустить? Я знаю точно, что вы знали об этом еще летом. Не буду говорить зрителям откуда. Вы точно это знали. И вы как взаимодействуете все между собой? То есть наша страна оказалась к этому совершенно неподготовленной. Не надо было быть супер большим военным экспертом, чтобы понимать, что Путин будет бить по энергосистеме, потому что он бил раньше по топливной системе, и был такой кризис. А теперь, люди, я хочу вам рассказать самое важное. Почему мы сейчас не можем эту проблему решить очень быстро? Помимо того, что государство обосралось с подготовкой к этому, так оно, самое главное, не сделало и не собирается делать открытый рынок электроэнергии. Это чтобы любой предприниматель, находящийся в Украине, мог заниматься электроэнергией ровно так же, как продавать пирожки, также продавать и производить электроэнергию. И вот здесь кроется ключевое, потому что только открытый рынок способен решать любые проблемы, в том числе и эту. Я уже приводил пример с топливным кризисом, когда он был в Украине. После ракетных атак, которые, безусловно, являются первопричиной всех проблем. Но все-таки давайте смотреть глубоко в корень и правду все-таки. Если бы тогда государство разрешило любому желающему завозить хоть канистру, хоть 50 бензовозов бензина и дизельки в Украину, никакого бы топливного кризиса тогда не случилось. Если бы государство разрешило каждому желающему заниматься производством и транспортировкой электроэнергии, никакого кризиса не могло бы быть и в помине. Потому что достаточно было бы инфраструктуры, и трансформаторов, и специалистов, и всего-всего-всего. Нет, государство хочет иметь монополию, чиновники хотят зарабатывать бабки вместе с бизнесменами, так называемыми в кавычках, которые имеют допуск к этому бизнесу. Это буквально там 10 человек на всю страну, ну условно говоря, самых крупных, и там под ними еще пару десятков. Вот эти люди по-настоящему занимаются этим бизнесом, опять-таки в кавычках, потому что никакой это не бизнес вне рынка. А вот если был бы открытый рынок, то этой проблемы бы сейчас не было. Вы, пожалуйста, это для себя навсегда запомните и отметьте в голове, если вы хотите построить новую, настоящую, сильную и богатую Украину. Аналогичная ситуация, я приводил вам примеры с дронами. Некто Арахамия, который... по моей информации, согласовал около 10 компаний, которые могут производить дроны. А я разговаривал с очень серьезными бизнесменами, которые занимаются производством, у которых серьезные есть инженеры в бизнесе. И они сами многие с инженерным образованием хорошим. Они говорят, что построить дрон никакая не проблема. Они предлагали следующее решение. Они говорят, нужно было разрешить всем строить дроны, но только там армия может до них устанавливать пулеметы. Ну, чтобы гражданским не давать в руки пулеметы, разрешение ставить, чтобы не возникало никаких внутренних проблем там, с криминалом, со всем остальным, чтобы никто с ума не сошел, не начал лишнее делать, чтобы никто не пострадал.
Ну, производите кто хотите, мы у вас купим и установим пулеметы и отправим их на фронт. Этого не было сделано. Арахамии нужно было там эти 10 компаний, которые с ним пожали руки. Арахамия в полном шоколаде, вы за него не беспокойтесь. Что касается электроэнергии, они все хотят, чтобы вы это пережили, потому что все чиновники находятся с электроэнергией, вы это все прекрасно знаете, и все у них и у их семей будет прекрасно. Там семьи или за границей, или в шикарнейших условиях, сами чиновники в бункерах или в Кончезаспе, у них все шикарно. А вы будете страдать, потому что нет открытого рынка электроэнергии, и потому что никто не собирается делать реформы, Зеленский ни в чем не разбирается. А дошло уже до того у нас в стране, что Ермак с Татаровым ставят своих людей, уже скоро я говорил, шутил уже на стриме, скоро будут начальники ЖЭКа в каждом населенном пункте по назначению Ермака. Я не понимаю, во что они превращают сейчас страну во время войны. И самая ключевая информация, которой не могу с вами не поделиться. У меня есть, значит, информация о том, что 24 или 25 ноября, вероятнее всего 24, Украину ждет массовый ракетный обстрел снова с целью окончательно положить нашу энергоинфраструктуру. И, как я дальше понимаю, сделать полный блокаут, чтобы Беларусь могла тоже подключиться к этой войне уже полностью и в открытую. Не смотрите на этого дятла Лукашенко, который там сейчас свои смехуёчки показывает, очередные свои глупости и бредни там у себя шутит по телевидению. То, что когда-то делал этот Макдональдс, если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать? И впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат. Господи, кто это потребляет, не знаю. Этот человек ни на что не влияет. Он никакой не добрый дядечка, которого захватили в плен. Как скажет Путин, так сделает Лукашенко. Для них жизнь человека ничего не значит. Всегда держите это для себя в голове. В подтверждении своих слов, как я это вижу, я могу вам привести сегодняшнее видеообращение Владимира Зеленского. Якщо знов відбудуться масовані російські удари, і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота пунктів незламності. Там усі базові послуги – це електрика, мобільний зв'язок, інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово. Самый главный пункт незглавности у нас в стране находится в офисе президента и курирует этот главный пункт незглавности Ермак, который превращает Украину во время войны в настоящий бедлам, когда у нас и так проблем выше крыши, столько за всю историю вместе взятую не было у нас проблем, как за этот период времени. А президент сейчас читает со своего этого суфлера, даже не может выйти нормально, не поговорить ни с журналистами, да у нас и нет журналистов. Слышали эти вопросы, которые ему задавали на пресс-конференции? Да вы кто-то один задайте ему по-настоящему дельный вопрос. А не заведомо подготовленные вопросики и заведомо подготовленные ответы. Да и там даже с заведомо подготовленными ответами он не может справиться. Он без суфлеров начинает бэкать, мэкать, и это а-ля Кличко номер 2 получается. Я когда про эти пункты незламности вот посмотрел, я в шоке просто был. Это какое-то издевательство, это какая-то шутка над народом. Вы не верьте в это лицо, это актер, это лицедей. Он играет роль хорошего парня. На самом деле там творятся такие дела. Если вы когда-то об этом узнаете, вы посидеете сразу. Я как-то вот упустил, у Себастьяновича на канале услышал. Я же не смотрел это видео, как Сунак приезжал, новый премьер-министр Великобритании, к нам. А я зашел и посмотрел. И вот сейчас вам хочу показать. Вы посмотрите, пожалуйста, это сейчас время для этого почетного караула, для этих пацанов вот так, которые стоят. Это сейчас эти времена, или этому Сунаку не все равно, как его там сейчас примут. Это пир во время чумы, дорогие друзья, я хочу вам сказать. Потому что пока вы сидите без света, там почетные караулы, там вот эти гримасы все. К чему это все? К чему эти сейчас пышные вот это все эти приемы и все остальное? Приехал премьер-министр в воюющую страну. Ему абсолютно все равно, как его будут встречать с точки зрения там высоких стандартов. Есть протокол, выполните протокол, им больше не надо. Все в мире все сейчас прекрасно понимают. Нет, это все совок в голове. И этот совок неискореним у Зеленского. Он глубоко советский человек. И повторяю 100-й раз, он ничем не разбирается. У него на все есть помощнички, которых поназначал Ермак, там все хорошо. Подводя итоги, 24-25 ноября будьте особо бдительными, стройте свои планы в соответствии с имеющейся информацией. Я подчеркиваю, что я очень хочу, чтобы это не сбылось, и надеюсь, что это неверная информация, но она поступила из очень серьезных источников. И еще раз подчеркиваю, те видео, которые я вам показал, видеообращения и все, что сейчас муссируется в прессе,
все идет действительно к тому, что это правда. И прошу вас еще обратить внимание, как неделю назад страшали, что вообще останемся блэкаут без света, а пару дней назад в один момент сказали, да вообще будет все прекрасно в Киеве, свет будем отключать на час-два. Информация меняется с ног на голову по 3 раза в день. То глава ДТЭК сказал одно, то глава ДТЭК сказал другое, то его кто-то поправил, то кто-то выступил вместо него. Дорогие друзья, на этом всем зарабатываются огромные бабки. Люди, которые за это отвечают, они сидят со светом. Они не сидят, как вы, без света целыми днями. С их детьми все хорошо. Это вы вынуждены своих детей собирать в школу без света. Непонятно, как готовить, кушать. Я когда смотрю видео, у меня сердце, кровью обливаются. И сколько уже несчастных случаев, когда взрываются там газовые эти все баллоны, пауэрбэнки и так далее. Во что превращается наша страна? Какой сюрприз, что Путин после того, как летом ударил по топливной инфраструктуре, будет бить по энергоинфраструктуре? Это такой сюрприз для спецслужб, для государства, для всех. Ну, просто караул. А что на этот счет вам хоть раз сказал Жданов? Что на этот счет вам хоть раз что-то сказал Арестович? Ничего они вам не скажут. Поэтому прекращайте слушать фуфло экспертов. Слушайте совершенно другие источники информации. Если вы хотите знать что-то про войну, читайте данные, которые публикует Американский институт военного дела, британская разведка. Не слушайте это все, иначе вы окажетесь в лучшем случае в дураках, а в худшем случае, не дай бог, конечно, пострадаете, вы или ваши близкие, или ваше имущество пострадает. Ермаку и Ко, им абсолютно все равно. Они сейчас играют роль патриотов. Я сейчас вижу, какие журналисты на них начали работать, какие блогеры, которые раньше были пророссийскими. Друзья, просто я смотрю на это все, я в шоке. У людей совершенно это больные люди, у них ничего не ёкает, война, горе человеческое, им абсолютно на все наплевать. Вам, главное, не должно быть наплевать на это все. Рано или поздно мы победим, и вы должны это все запомнить. Потому что эти мрази сейчас делают все так, хорошую мину при плохой игре. Они хотят после победы, во-первых, все погоны, все медали повесить себе, а на самом деле это заслуга только людей. И я всегда буду это подчеркивать. А во-вторых, они собираются здесь быть в политике всерьез и надолго. Их уже ничего больше не интересует. Вот такие вот дела. Поделитесь, пожалуйста, вашими мыслями в комментариях. Добавьте, если кто-то что-то знает. И я всегда буду стараться вам доносить правду. И источники информации у меня те, которые не публикует наша пресса. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Пока.